I'd like just a few people to answer. You can just raise your hand. What is the greatest need that you have when you come to this seminar today? У меня вопрос, на который можно ответить вот поднятием руки. Какая самая большая нужда, с которой вы пришли на этот семинар? Я Как бы самая большая проблема, я считаю, это вот та самая депривация поведения детей, которые долго находились без матери в учреждении. И когда они приходят в семью, они вот это все проявляют. Раскачивание, там, бьются головой, кричат по любому поводу. То есть, и у них нет привязанности. Вот мы забирали ребенка из другой приемной семьи. То есть как она пришла в ту семью за ручку, так же мы пришли, ее забрали за ручку, и теперь она живет у нас. Я боюсь, что вот сейчас должна мама как бы появиться, что придет мама, возьмет ее за ручку, и она уйдет точно так же. То есть нет привязанности. Okay, I hope that you will have many answers even after this morning. Я думаю, что вот первое занятие наше сегодня утром уже даст ответы на эти вопросы. Anyone else? Еще, пожалуйста, ответы. Какие самые большие нужды, с которыми вы пришли? Что вы хотели бы узнать? У меня, наверное, вопрос. Дети, приходя в семью, весь негатив, который у них за собой, за плечами, они с радостью вываливают на новую семью. И вот как противостоять, и даже не противостоять, а как помогать им уменьшить этот негатив и в то же время защитить всех, кто в данный момент находится в семье. You sure? Maybe another way to ask the question is, what kind of issues are you struggling with the kids? Может быть, по-другому спрошу, какие проблемы в поведении, например, детей? С чем вы сталкиваетесь? Что вы хотели бы решить? Ну, вот у меня вопрос практически как терапевта, то есть когда начинаешь взаимодействовать с ребенком, который или в приемной семье, или пережил депривацию длительную, у них же очень глубоко эта боль, и они ее не достают. Они делают все, что угодно, то есть они ее маскируют. И каким методом, да, то есть понятно, что это выстраивание доверия, это длительно, но чтобы оказать помощь, в частности, для приемных родителей более быструю, каким образом выходить с ними, или не стоит этого делать, то есть просто время должно для этого пройти. Great questions. Замечательные вопросы, спасибо. One more? Еще один вопрос? Еще, может, хотелось, вот, опять же, работая с детьми, неоднократно сталкиваюсь с такой проблемой, как воровство и обман. Ложь. Okay. И тоже вот механизмы работы вот с Okay, those are great questions, and those are questions that I get at every seminar. Я могу сказать, что вы задаете точно такие же вопросы, как задают мне на других семинарах, в других местах. So, on one hand, be encouraged that every one of us who works in this sphere experiences the same things. Во-первых, слово ободрение, что мы все, работающие с детьми и сиротами, испытываем одни и те же проблемы и сталкиваемся с одними и теми же проблемами. So I will tell you just a little bit about myself and how I came to understand TBRI. И в двух словах я расскажу о том, как я пришла и какая у меня была нужда, чтобы познакомиться с этой терапией, основанной на доверительных отношениях. By profession, I am a psychologist. Я по профессии психолог. And we moved to St. Petersburg, Russia, my husband and my family, in 1991. В 1991 году мой муж и я, и наши дети, мы переехали в Санкт-Петербург. And I worked there in many different ways. У меня было много различных видов деятельности в Санкт-Петербурге. And for those of you who may know Alex Krutov, И для тех, кто знает Алекса Крутова,
I became acquainted with him when he had just become a выпускник from the orphanage. И я познакомилась с ним, когда он выпустился из детского дома. Его только что выпустили из детского дома. And through him, I became acquainted with the orphanage system here. Благодаря ему я познакомилась вообще с системой сиротских учреждений в России. And we began to do some work within the orphanages. Мы начали сотрудничать с детскими домами. And I was looking at the system through the eyes of a psychologist. И я на все эти учреждения смотрела глазами психолога. And I would speak often with the directors about why we were not doing a better job of preparing the kids for life after the orphanages. И мой самый большой вопрос к дирекции детских домов был, почему нет никакой подготовки к социальной адаптации после выпуска из детских домов? Почему нет подготовки детей? And there were many different answers, but Ответов было множество. the bottom line was we don't believe they can be any different. Но в основном все ответы сводились к тому, что да какая разница, все равно будущего у них нет. And so in 2001, Alex and I started the harbor in St. Petersburg. И вот в 2001 году мы пришли к выводу, что нам нужно какую-то организацию для адаптации детей. И в 2001 году мы основали пристань в Санкт-Петербурге. And we have been working with it ever since. И с тех пор вот она работает и функционирует. During that time, I also moved back to America. Несколько лет назад мы переехали обратно в Америку. And when I am in America, I am spending my time consulting with foster and adoptive parents. И в Америке я веду консультирование семей, в которых есть удочеренные или приемные дети. And I am living in two worlds, here and there. И поэтому я живу попеременно то здесь, то там. And what I began to notice maybe 5 or 6 years ago, И 5 или 6 лет тому назад я заметила интересную вещь. the problems that we were experiencing at the harbor with some of the kids were exactly the same problems that I was seeing in the families in America. Проблемы, с которыми мы сталкивались в пристани в Санкт-Петербурге, были идентичны тем, которыми сталкивались приемные семьи в Америке. It didn't matter that they were foster parents or adopted into families with extremely great parents. И совершенно никакого отличия не было в семьях, в которых были усыновленные удочеренные дети или приемные семьи с замечательнейшими родителями. The problems were exactly the same. Проблемы сохранялись те же самые. There were some kids we just couldn't seem to reach. И до каких-то детей такое впечатление было, что не достучаться. And I had pulled every tool out of my psychological toolbox. И вот я достала свой инструментарий психолога и попробовала все инструменты с ними. And nothing was working. И вообще ни один не сработал. I had some specialists say to me that my expectations were too high. Кто-то мне говорил, что у меня слишком высокие ожидания. And that these kids were simply brain damaged and that there was nothing we could do with them except manage them. И большинство людей, специалистов, сходились к тому, что ничего сделать уже невозможно, изменить мозг нельзя, у них поврежден мозг, и поэтому просто нужно каким-то образом справляться с негативным поведением. I would not accept this answer. Для меня это неприемлемый ответ. And I began to search for someone else who could give me an answer. И я начала искать ответы на свои вопросы. And I studied under this person and under that person, and they gave me a little bit, but not exactly what I was looking for. И я смотрела разные терапии, и везде были какие-то обрывки информации, но ни одна информация не была полезной. And one day I was at a conference, and I heard Dr. Karen Purvis speak. И на одной из конференций я услышала выступающего Керин Пёрвис, ее фамилия. And I thought, that woman has the answers. И я поняла, что все мои ответы у нее. She explained every single problem that we were dealing with. Она дала объяснение каждой проблеме, с которой мы когда-либо сталкивались. She gave very practical tools. Она дала практические инструменты.
And she answered all of my questions. И она дала ответы на все вопросы. After the conference, I ran to her. И после конференции я к ней прибежала, I was the first one. и я первой была, потому что мне нужно было быть первой. There were hundreds of people. На конференции было просто сотни людей, конкуренция огромная. And I said, I have to study underneath you. И я попросила у нее разрешения пойти в ее группу, учиться у нее. And she said, you're in luck. We have started a program for people, therapists like you. И она сказала, мы как раз в этом году, вам повезло, мы начинаем группу для психотерапевтов, для того, чтобы делиться этой терапией. I was very fortunate to have studied under her. И для меня это особая удача, что она была моим наставником. Unfortunately, 2 years ago, she died from cancer. К сожалению, 2 года назад она скончалась от рака. But her work continues in her institute in Texas. Но она основала Институт развития ребенка в Техасе, который продолжает свою деятельность без нее. So the therapy that she developed is called TBRI. И вот эта терапия, разработанная доктором Кэрин Первис, называется терапия, основанная на доверительных отношениях. Why does this therapy work? Почему эта терапия работает? It works because it is based on research that understands the way we are created. Она эффективна, потому что основана на исследованиях, объясняющих, как работает человеческий организм и, в частности, мозг. It is a cooperation of many different disciplines of research. И в ней огромное количество областей исследования. There is developmental psychology. Есть психология, Developmental. развитие. There is neuropsychology. Есть психология, нейропсихология, There is neurobiology, нейробиология, chemistry, химия. all together. Все разные дисциплины сведены в одно исследование. So this is not a therapy that is based on culture. И это исследование не зависит от культурных особенностей. This is not an American therapy. Это не терапия, которая будет эффективна в Америке. It's a therapy based on our biology. Эта терапия основана на биологии человека. And this therapy has been used successfully all over the world. И эту терапию сейчас применяют по всему земному шару. It has been used with children from very young ages to even in their 30s. Эту терапию можно применять не только к детям младшего возраста, но она работает даже со взрослыми. And I can say that I use it even on my 3 biological kids. И я могу сказать, что я пользуюсь этой терапией со своими 3 биологическими детьми. And it is effective. И она работает. Okay, so before we continue, there are 2 definitions that I want to make sure we understand. И давайте начнем с терминов. Нужно определиться в терминах. The first one is trauma. Первое – это термин травма. What is trauma? Что такое травма? Trauma is anything that we experience that overwhelms our brain's ability to process it. Травма – это любое происшествие, которое превосходит способности нашего мозга к обработке. Or our bodies. Или нашего тела. Наше тело или мозг не может обработать то, что сейчас произошло. It's like a fuse that gets blown. Это такое ощущение, что предохранитель, который сгорел. This is trauma. Вот это травма. Trauma can happen at any time in our lives. Травма может произойти в любой момент жизни человека. And when we experience a trauma, it is very important that we learn to reprocess it. И очень важно, когда травма произошла, осознать ее. If we don't, the trajectory of our development will change. Если мы не осознаем и не разберемся с травмой, изменяется траектория развития нашего. This is what happens when our soldiers come home from war. Например, солдаты или воины, которые возвращаются с военных действий. And they experience what we call post-traumatic. Или посттравматический синдром, от которого страдают. So unless they reprocess their trauma, their development from that point on will change.
Если они не разберутся в той травме, которая произошла, траектория развития этого человека меняется. For our purposes, we are talking about developmental trauma. Мы говорим о травме в развитии ребенка. Can I walk over here? I'm afraid. Sure. Before. Well, okay. We got it. Okay, so when we're talking about developmental trauma, we are talking about traumas that are experienced in the first 3 years of life. Если мы говорим о травме, которая повлияет на развитие, мы говорим о травме, которая произошла в первые 3 года жизни ребенка. Okay. So the first 3 years of life are our foundation. Первые 3 года жизни ребенка являются фундаментом для его последующей жизни. And if we experience a trauma in those first years, it's a crack in our foundation. И если в первые 3 года жизни ребенка происходит значительная травма, то в этом фундаменте, закладывающемся, будет трещина. The more traumas we experience, the more severe they are, and the longer we experience them, the more cracks there will be. Чем больше травм и чем длительнее период нахождения ребенка в этом травматическом состоянии, тем больше трещин и тем более значительными они будут. If you have an optimal development, let's say your trajectory of development will look like this. Скажем, в идеале траектория развития ребенка выглядела бы вот так. But if you have a developmental trauma, your trajectory will look something like this. Но если в жизни ребенка произошли травмы, то траектория развития ребенка меняется, и она может быть вот такой, такой или этакой. So what is interesting is, until very recently, we thought that if this was your trajectory, this is where you were stuck. И до недавнего времени исследователи считали, что если в жизни ребенка произошла травма в первые 3 года развития, то его развитие должно идти по этой траектории, и ее никак не изменить. То есть это безнадежный случай. And what the new research is showing us is that this is absolutely not true. Но последние исследования доказывают, что это неправда. Our brains are plastic. Мозг очень пластичен. That means they can change. А что это значит, что он может меняться. And we will speak very specifically about how to do that. И мы поговорим о том, как можно преодолеть это и начать развивать мозг. With a few exceptions, it is possible to recreate this kind of trajectory. И с несколькими исключениями, конечно, но мы понимаем, что мы можем воспроизвести и изменить траекторию развития на нормальную. I don't know how researchers count these things. Я не знаю, как исследователи подсчитывают эти вещи, But many researchers have counted and figured out that every morning our brains have 10,000 new neural buds. но исследования подтверждают, что каждое утро в мозгу человека образуется 10 тысяч потенциальных нейронов. Каждое утро. So if we know how to reconnect those connections, we can go from here to here. И наша цель — установить связи между этими нейронами и позволить им развиваться. И поэтому мы можем траекторию развития изменить. Okay, so what are some risk factors that might be considered developmental traumas? И на странице 6 есть ранние факторы развития для развития ребенка. Риска. Хотя, может быть, другая страница. Факторы риска. 6-я, да? There are 6 factors that Есть we're going to look 6 at. разных факторов риска, о которых мы сейчас поговорим.
If the children that you work with have experienced any one of these traumas or any one of these risk factors, they will be considered a children from a hard place. Если в жизни ребенка в первые 3 года жизни были хотя бы один из этих факторов риска, то этих детей мы называем дети с трудным прошлым. This will create cracks in their foundation. И каждая из этих травм в этом заложенном фундаменте образует трещину. Experiencing one of these risk factors will actually change the development of the structure of the brain and the brain chemistry. Каждый из этих факторов риска изменит не только биохимию мозга, но и траекторию развития ребенка. So let's look at the first one, a difficult pregnancy. Давайте посмотрим на первый, осложнение при беременности. This could be that the mother is using drugs or alcohol. Например, если мама употребляла алкоголь или наркотики во время беременности. This could also be that a mother is under a lot of chronic stress throughout her pregnancy. Если в течение беременности мама находилась под влиянием хронического стресса. Now, this stress might be that she is in a situation of domestic violence, poverty. Что такое хронический стресс? Может быть, это крайняя нищета или факт домашнего насилия. She could be in a situation of war. Может быть, военные действия. But what we also now know is that our bodies register positive stress the same way they register negative stress. Но исследования показывают, что наш организм реагирует одинаково как на положительный стресс, так и на отрицательный стресс. So it's possible that she has a lot of positive stress. She just got married, she has a new job, she's moving. Поэтому стресс, даже положительный, окажет такое же влияние, как и негативный. Может быть, она нашла новую работу, они переехали, только что вышла замуж. A lot of the stress hormones in her body will be registered in the baby and will affect the baby's brain development. И вот эти гормоны стресса зачастую доходят до ребенка, и они влияют на биохимию мозга ребенка. The second risk factor is a difficult birth. Второй фактор риска – это осложнение при родах. And this could be many things. It could be that the cord is wrapped around the baby's neck. It could be forceps. Это может быть любое, например, травма от щипцов во время родов, когда ребенка доставали, или пуповина, обвитая вокруг шеи, и кислород не поступал ребенку. I was consulting with a mother in St. Petersburg 2 days ago. 2 дня назад я разговаривала с одной мамой в Санкт-Петербурге. Her daughter is in 2nd grade. Дочка учится во 2 классе. And she already has 3 different psychological diagnoses. И ей уже поставили 3 очень серьезных диагноза медицинских. And the doctors want to put her on medicine. И врачи хотели прописать ей очень серьезно действующие, сильно действующие лекарства. She cannot study. Она вообще не может учиться. She has problems being very aggressive. У нее повышенная агрессивность. She has a lot of difficulty focusing. Она не может сфокусировать внимание. This is a biological daughter. И это ее родная дочь. And I asked the mother, did you have a difficult pregnancy or birth? И я задала маме вопрос, а у вас были осложнения во время беременности или при родах? She said, no. Она сказала, да нет. I said, well, tell me more about your pregnancy and birth. И я просто попросила ее рассказать поподробнее о том, как протекала беременность и как роды проходили. And it turned out that she had a very difficult pregnancy and birth. И на удивление оказалось, что у нее очень сложные были и роды, и беременность. There was a lot of stress going on in her life. В ее жизни очень много было стрессовых ситуаций. The daughter was born 6 weeks early. На 6 недель раньше девочка родилась. The birth was very difficult. Роды протекали тяжело. And I said, Я сказала, ну все понятно. So these are things that we can easily overlook. И зачастую вот эти факторы не учитываются первые 2. But they impact even our biological children. Но они оказывают влияние даже на наших родных детей. The third risk factor is an early hospitalization. И третий фактор риска – это ранняя госпитализация.
Children who have early hospitalizations experience this as extremely traumatic. И при ранней госпитализации дети испытывают огромное количество стресса, и это огромная травма. Instead of being held in the warm, safe hands of their mother, Вместо того, чтобы находиться в любящих руках своей мамы, they're in some kind of plastic or glass tub. их укладывают в кювету, стеклянную или пластмассовую. There's lights coming down on them, Круглосуточно включен свет электрический и обогрев. all kinds of needles, Во-вторых, в них втыкают постоянно какие-то иголки. doctors yelling back and forth. Постоянно врачи, медсестры, которые переговариваются и кричат друг на друга. It's very traumatic for the children, И для ребенка это травма. and it will impact their brain И development. оно повлияет на развитие их головного мозга. Yeah, go ahead. Дети, которым пришлось пережить раннюю госпитализацию, в первые дни жизни часто испытывают физическую боль вместо физического успокоения. То, что вам нужно вписать просто. The three remaining risk factors we will go into more detail about later, but I will just mention them here. Я сейчас лишь упомяну последние 3 фактора риска, но мы поподробнее о них поговорим позднее. Abuse, neglect, and other kinds of trauma children can experience. Дети могут пережить жестокое обращение, пренебрежение или травму. And I think those are all a little bit self-explanatory why they would create this developmental trauma in our kids. И понятно, в принципе, почему они вызовут травматическое воздействие на ребенка. What has been very interesting in the latest research is that we are finding out that neglect impacts our kids actually worse than other things. Самое удивительное в последних исследованиях, что пренебрежение при воспитании детей оказывает наиболее худшее влияние, чем жестокое насилие или травма. Пренебрежение хуже. This is new news. Это прямо новая новость из последних. Of course, we understood that neglect was terrible, То есть мы все соглашались, что пренебрежение неприемлемо в жизни ребенка. but we didn't realize that in terms of our biology and our brain development, that this has the most negative impact. Но мы не понимали, что это оказывает такое огромное влияние на биохимию мозга и на траекторию развития ребенка. Again, if the children that you are working with have experienced any of these risk factors, their brain development will be different. Если в жизни ребенка был хотя бы один из этих факторов риска, развиваться ребенок будет по-особенному. The more of these risk factors they have, and the longer they have experienced them, the more deficit they will have. Чем больше и чем длительнее будет воздействие этих травматических событий, тем медленнее будет развиваться ребенок, и чем сильнее изменится эта траектория. The more cracks there will be in their foundation. Тем больше будет трещин в фундаменте их жизни. So just take a moment and think about all of the children that you work with, and where do they rate on this scale? Оцените, пожалуйста, вот сейчас детей, с которыми вы работаете, сколько факторов риска в их жизни и как длительно они подвергались этим рискам. We're going to mention 5 levels of brain development, 5 growth stages. На следующей странице вы можете увидеть главные этапы развития мозга. Our brain development mirrors our physical development. Развитие головного мозга отражает развитие организма в целом. So this is очень понятно. So when we think about our bodies, we think there are different periods of times when there's exponential growth. Давайте представим себе физическое тело и вспомним, в какие моменты жизни человека происходят взрывы роста. In utero, Конечно, внутриутробно, the first year of life, первый год жизни,
ages 8, 12, and 16. Возраст 8, 12 и 16 лет. So during these times, if there is some kind of compromise in our physical body, these will show up more with each successive stage. Если были нарушения в фундаменте, заложенном в организме, то именно на этих этапах они будут видны больше всего. Вот эти трещины, которые произошли, да, при закладывании в фундаменте. One of my very close friends has a son who was born with one leg shorter than the other. У моих знакомых сын родился с одной ногой, которая была короче другой. This wasn't obvious at all in his first year of life. И сначала, вот первый год жизни ребенка, мы даже не замечали этого, то есть это было вообще незаметно. It was only when he reached the stage that he was supposed to walk. И вот в возрасте, когда ему нужно было начать ходить, учиться, мы заметили разницу. And then it got worse when he was supposed to be at the age of when he was supposed to be running. К возрасту, когда дети начинают бегать, мы увидели, что он уже и этого не может. То есть это стало еще более очевидно. And when he got to the age when he wanted to play sports with his friends, it was even more obvious. Когда он подрос и стал играть в спортивные игры со своими друзьями, это стало еще очевиднее. So why are these stages important? Почему важно отметить эти этапы развития? Because the children that we work with will look worse and worse at each of these stages. Потому что мы увидим, как детям все хуже и хуже становится, и сильнее всего мы будем замечать это именно в эти возраста. So we need to pay attention to these stages. И очень важно обращать внимание на эти этапы роста. And there is another stage that is in parentheses, age 5. Вот возраст 5 лет здесь еще есть. And the reason that is there is because this is the age when most kids enter some kind of official school. Обычно где-то в возрасте именно 5 лет родители начинают отдавать их на всевозможные кружки или, например, в подготовительную группу в детском саде, да, перед школой. Whenever that is, whatever age that they enter an official school, many of the problems show up. Когда ребенок поступает в школу, на поверхность выносится огромное количество проблем. So, all this is saying is to pay attention to these ages, and if we have not done what is necessary to heal them, they will show up being worse and worse. Я просто призываю вас обращать внимание на вот эти этапы развития человека и мозга в частности. И если не сделать ничего, чтобы помочь ребенку справиться и исцелиться, то будет становиться только хуже и хуже. Okay. This next page. Следующая страница. Который выглядит вот так. Okay. I will spend quite a bit of time on this next section because it is the main point of everything. Вот следующий раздел мы посвятим следующему разделу больше всего времени, потому что это самая главная часть этого семинара. And we might get through the whole thing or we might take a break in the middle. We'll see how our energy is doing. Я не знаю, справимся ли мы со всем, или нам придется делать перерыв, но посмотрим, как у нас силы останутся или нет. If anybody needs to go grab some water in the middle of this, please. This is very informal. Если вам нужно попить воды, пожалуйста, там есть вода. Это неформальная обстановка, не стесняйтесь. Yeah, Идите за водой. if you need to stand and двигаться, also do this because I want you to stay awake. Если у вас затекло что-то, пожалуйста, встаньте, потянитесь, потому что я хочу, чтобы вы не заснули. Это для меня очень важно. Okay, so the foundation of this therapy is understanding the attachment cycle. Основанием для этой терапии является понимание цикла привязанности. So when we are born completely dependent and very vulnerable. Когда рождается ребенок, он рождается полностью уязвимым и полностью зависимым. So think about this. Просто подумайте об этом. Think about when you feel vulnerable. Вспомните, когда последний раз вы чувствовали себя уязвимо.
Think about situations where you are absolutely dependent. Или о ситуациях, в которых вы были полностью зависимы от других людей. You can do nothing for yourself. Вы для себя ничего сделать не можете сами себе помочь. You are absolutely helpless. Вы беспомощны. How does it feel? И как вот себя ощущаете, когда у вас беспомощность и уязвимость? Как вы себя чувствуете? Страшно. Страшно. It's terrifying. На самом деле это ужасно, это не просто страшно, это ужасно, это кошмарно. Okay? So this is how babies are born. Вот дети рождаются в таком состоянии. They can do nothing for themselves. Они сами себе помочь никак не могут. So what do they do when they have needs? Что делать ребенку, когда у него появляется нужда? Кричит. Плач. У ребенка есть плач. Okay. What kind of needs does a child have? Какие у ребенка могут быть нужды? Есть, спать, поменять подгузник, тепло, These are all physical needs. Это все физические нужды, да. У ребенка есть физические нужды. Anything else? Еще какие-то чтобы нужды его у ребенка. держали, качали, держали, не клали. У него может болеть голова. Yeah. Okay, so any physical or emotional. У ребенка могут быть как физические, так и эмоциональные нужды. What about when they're scared? Когда они испугались, когда ребенок испугался, What about when they're lonely? или когда ребенку одиноко. Do children feel lonely? Babies? Как вы думаете, а младенцы могут испытывать одиночество? Конечно. Do they get bored? Бывает ли детям скучно, младенцам? Тоже бывает. Да. Okay, these are emotional needs. А это эмоциональные нужды. We often, again, forget that our children have emotional needs. Мы очень часто забываем, что у ребенка, кроме физических, есть и эмоциональные нужды. Okay? So again, think about this. There is nothing they can do to meet their own needs. И вот только просто представьте, они никак не могут сами себе помочь в удовлетворении своих нужд. The only thing that they can do is cry. Единственное средство у них донесения – это плач. This cry is their way to say, help me. Плач – это единственный способ, чтобы ребенок заявил «помогите мне». It's very, very important. Очень-очень важно. When they cry, there are so many things that are happening in our brain and in our body. Когда ребенок плачет, в его теле и в его мозгу происходит огромное количество процессов. When they are experiencing any kind of need, whether it is physical or emotional, Когда у ребенка появляется эмоциональная или физическая нужда, their body is in great distress. в теле происходит то, что мы называем дистресс. It's very stressful. Это тяжело, это стресс для организма. Okay? So we're going to look at 3 levels of what happens to us. И мы посмотрим на 3 разных уровнях, что происходит внутри младенца, когда он плачет и у него есть нужда. So the first level is a social level, an attachment level. И первый уровень – это уровень взаимоотношений, социальный уровень. Okay. So if we cry, if we say, help me, and someone comes and meets our need, Когда ребенок плачет, и он заявляет «помогите мне», и кто-то приходит и удовлетворяет его нужду. and they meet the needs in this way, adequately, И эту нужду удовлетворяют соответственно, quickly, быстро, warmly, nurturingly, заботливо and predictably. и предсказуемо. Predictably. Okay, these are 4 categories that must be. У удовлетворения нужды должны быть вот эти 4 категории, да? Адекватно, быстро,
заботливо и предсказуемо. Okay? So the baby cries and the caretaker meets this need. Ребенок плачет, тот, кто оказывает заботу о ребенке, удовлетворяет эту нужду. So this body that was in distress is now comforted. И вот организм испытывал дистресс, а теперь у него удовлетворение. This first level is the level, I think it's listed under here, that creates attachment behaviors. И благодаря именно вот этому уровню образуется поведение привязанности. У вас внизу подписано под этой схемой поведение привязанности. The baby is crying, "Help me," То есть ребенок заявляет: помогите мне, and someone helps them quickly, adequately, predictably, all the time. и появляется некто, кто быстро, предсказуемо, адекватно удовлетворяет эту нужду. Tens of thousands of times in the first 2 to 3 years of life. В первые 2-3 года жизни ребенка десятки тысяч раз кто-то удовлетворяет эту нужду. So this baby learns that I am important. И то, что ребенок усваивает, он понимает, что он важен кому-то, That the world is safe. что мир — это безопасное место, That there are people who can be trusted. что существуют люди, которым можно доверять, That they are not alone. что этот ребенок не наедине сам с собой, он не одинок. There is someone who will protect them and take care of them. Есть некто, кто о них позаботится и кто их будет оберегать. It's the basis of being able to attach to other people. Это является фундаментом для возможности, заложенным фундаментом для возможности установления взаимоотношений в будущем. It is the basis of our self-worth. И это основание для нашего уважения к себе. I am important enough for someone to pay attention to and meet my needs. Для кого-то я представляю такую важность, что он удовлетворяет каждую мою нужду. On another level, when the baby cries and their body is in distress, На втором уровне, когда ребенок плачет, тело испытывает дистресс, our sympathetic nerve system kicks into gear. включается симпатическая нервная система. This is our nerve system that makes our face really red. Благодаря именно симпатической нервной системе у нас краснеет лицо, Our tears fall. начинают течь слезы, Our cry be loud. громкость повышается, голос сильнее становится, Our heart beat really, really fast. учащается сердцебиение, Our muscles tense up. мышцы все напрягаются. Do you ever see a baby cry that looks relaxed? Вы когда-нибудь видели плачущего младенца, который очень спокоен? Their whole body is into this cry У and него reacts. напрягаются все мышцы его тела. То есть во время плача ребенок полностью вовлечен в этот процесс. Okay? This is our sympathetic nervous system responding to this stress. Это реакция симпатической нервной системы на стресс. And when this need is met, И вот когда нужда удовлетворяется, our parasympathetic nervous system kicks in. включается парасимпатическая нервная система. This is our nervous system that allows our muscles to relax. Благодаря парасимпатической нервной системе мышцы расслабляются, Our tears to stop coming. слезы перестают течь, Our hearts to quiet down. успокаивается сердце. Okay? We need both of these systems working together. И человеку для здорового развития нужны обе симпатическая и парасимпатическая нервные системы. This sympathetic gives us energy when we need energy when we are stressed. Благодаря симпатической нервной системе в организме человек испытывает прилив энергии, прилив сил. And this parasympathetic allows our body to calm. И парасимпатическая система нервная, она позволяет человеку успокоиться. This is the basis for self-regulation. И эта система закладывает основание саморегуляции. This is very important.
Это очень важно. Most of the kids that we work with have impulse control issues. У большинства детей, с которыми мы работаем, импульсивное поведение. Is this true? Правда? Они не могут контролировать себя. Okay. They really, truly do not know how to comfort themselves. Они на самом деле не имеют понятия, как им успокоиться. We don't even think about it. Мы даже не думаем об этом. Because our bodies have learned to do this. Тело здорового человека самостоятельно научилось этому. But if your bodies have never been taught to do this, you can't do it. Но если ваше тело не научить этому, то тело само по себе научиться не может. Okay? So this is self-regulation. Это саморегуляция. Благодаря этому основы саморегуляции закладываются. On a third level, И на третьем уровне we have our brain chemistry. давайте поговорим о биохимии мозга. So when a baby cries and they are in stress, Когда ребенок плачет, состояние стресса у него, our brains release excitatory neurotransmitters. в мозгу выбрасываются нейромедиаторы возбуждающие. Okay? And the most important one of this is cortisol. Самый важный это кортизол. There's also adrenaline and others. Также адреналин и многие другие. Okay? Again, this gives us energy when we need energy when we are stressed. Это дает нам прилив энергии, прилив сил в моменты стресса. If the needs are met, Если нужды ребенка удовлетворены, our brain releases calming, inhibitory в neurotransmitters. мозг выбрасываются ингибиторные или тормозящие нейромедиаторы. And so our brain, again, is releasing excitatory and inhibitory neurotransmitters. И вот наш мозг постепенно, последовательно, сначала возбуждающие нейромедиаторы, а потом успокаивающие, тормозящие. And this is serotonin, Серотонин, в частности, ингибиторный, допамин, GABA, and there are others. геба и другие. Okay. So this level is the foundation of our mental health. И вот на этом уровне закладывается основа для здоровой психики. We have excitatory neurotransmitters, inhibitory, excitatory, inhibitory. И у нас последовательно в мозгу сначала возбуждающие нейростимуляторы, потом тормозящие. И вот так цикл происходит раз за разом. So it keeps us in balance. И поэтому в психике, в мозгу есть баланс, поскольку они последовательно вырабатываются. So many times when you talk about a psychiatric diagnosis, you will hear a chemical imbalance. Очень часто ставят диагноз из-за химического дисбаланса в головном мозгу. Ставятся диагнозы детям. Right? Да? Мы часто это слышим. And so this is why they get medicated, because there's a chemical imbalance. И поэтому и нужны лекарства детям, чтобы этот баланс в мозгу установить. So I can tell you that right now in America, this new research is turning the medical community on its head. И вот именно это исследование сейчас огромнейший вообще переворот произошло в медицинской сфере благодаря этому. Okay. It's not only the research of Dr. Purvis, but it's again these many disciplines within medicine and psychiatry. Интересно, что это не только исследовательская работа Керин Первис, но и многих других исследователей, которые выясняли вот разные вопросы. And I will tell you all this because you all are professionals, so I don't normally do this. Обычно я не говорю так много деталей, я знаю, что вы все профессионалы, и вы понимаете, о чем я говорю. Do you use the diagnostic and statistical manual here when you're diagnosing? Вы когда ставите диагноз, у вас есть какое-то пособие по диагностике, установке диагнозов детям? Пособие? Медицинский? Медицинский справочник какой-то?
No? Но мы же не медики. Мы не ставим Okay. диагноз. Okay. Well, I will just. It's interesting anyway to know this. Просто информация для вас, может быть, будет интересная. Okay. So there is a diagnostic and statistical manual in America that therapists and doctors use. В Америке есть один основной справочник медицинский, по которому все врачи в Америке ставят диагнозы. And also therapists. И также терапевты. Ну, в России тоже есть, но мы не медики. Okay, so what they're finding is that most of these, they're saying up to 85% of these diagnoses are wrong. И сейчас говорят, что практически 85% диагнозов поставлены неправильно. Because all these diagnoses do is they identify behaviors. Потому что большинство диагнозов просто говорит о проблемах в поведении. But they don't understand why they got there or how you heal them. Но большинство врачей понятия не имеют, как дети дошли до этого, поэтому они не понимают, как исцелить. And so what this new research is showing is, of course, there is chemical imbalance. И это исследование говорит, конечно, есть химический дисбаланс. But it's because there has been trauma, developmental trauma in these kids' life. Но причина в той травме, которую перенесли дети в раннем развитии, в раннем возрасте. Okay, so we see how the cycle is created here to work. И мы видим, как работает этот цикл раз за разом. Okay, one other very important moment is to understand that when we come on earth, when we're born, Очень важно одну еще вещь понять. Когда мы рождаемся, появляемся на свет, our bodies, our brains, everything about us is created for relationship. наш мозг и наш организм, наше тело создано для взаимоотношений. We are created for connection with one another. Мы созданы так, чтобы мы могли функционировать друг с другом во взаимоотношениях. And the bottom line to this whole therapy is this. И основанием этой терапии заключается в следующем. It's very easy, you will be disappointed. И вы расстроитесь сейчас, потому что вы ждете что-то очень сложного, а это будет очень просто. Healing relationships. Через исцеление во взаимоотношениях. So Dr. Purvis would tell me very often, Melinda, relationships wounded us. И доктор Перес очень часто повторяла мне, самый большой вред наносят нам люди через близкие взаимоотношения. Relationships wounded us, and only relationships will heal us. И поскольку именно взаимоотношения нанесли вред, исцеление возможно только в контексте взаимоотношений. So, this is how we were made to be. То есть мы были созданы именно таким образом, для этого цикла привязанности. Okay, so what happens if you don't have your needs met? А что происходит с ребенком, если нужды не удовлетворяются? If your needs are not met adequately, maybe you are fed, but you're not fed enough. Например, неадекватно удовлетворяются нужды. Тебя регулярно кормят, но недостаточно. Okay? Or it's not enough vitamins, not healthy food. Может быть, это нездоровое питание, там недостаточно витаминов и минералов. Okay? Or maybe your needs were met not quickly enough. Или нужды удовлетворяются недостаточно быстро. How many of the kids that you know were left in dirty diapers for days? I know a lot. Я знаю многих детей, которые сутки напролет лежали в мокрых подгузниках. Their caretaker did not meet their needs in a warm, emotional, affectionate way. О ком из них, из этих детей в детских домах, заботились с заботой, оказывали удовлетворение нужды с заботой? Да ни о ком. And predictable? No. А предсказуемости тем более не было. So, what do you think happens to this cry? И что происходит с плачем ребенка в такой ситуации? Ну, перестает плакать, начинает качаться. Exactly. They stop crying. They stop Они crying. перестают плакать. They lose their voice.
они теряют свой голос. Okay, this is a theme that we will return to over and over again. They lose their voice. И я многократно буду повторять эту фразу: они потеряли свой голос. Okay? And all they have left is behaviors. И все, что у них есть для донесения информации о своей нужде, это поведение. How many of you have been in not so good orphanages here? Кто из вас был в не очень хороших детских домах или в плохих таких учреждениях? Yeah. Кто-нибудь бывал? Okay. What is very strange about them? What do you notice? Что вас удивило сначала? Вас что-то удивило, когда вы пришли? Yes, this is not normal. И это ненормально. Okay? All of these children have already learned to stop crying. Все дети уже усвоили урок. Плакать бесполезно. Okay? And so all we have left is our behaviors. И ребенку остается только поведением своим показать, что ему что-то надо. Okay? So what your behaviors look like when you're maybe 9 months old, you are rocking, you are banging your head. То есть в 9 месяцев что может ребенок сделать? Ну, он может покачиваться, он может биться головой об стену. То есть вот что он может в этом возрасте? When you're 8 or 10 years old, you begin to beat other people. Ну, например, возрасту 8 лет, например, можно уже начать избивать сверстников. When you're 15 or 16, you run away. В 15 или 16 можно уже избежать. You have, you're sexually promiscuous. То есть вести распущенную половую жизнь. Okay? So all of these behaviors are their attempts to get their needs met and to comfort themselves. Их поведение преследует две нужды. Это удовлетворить свою нужду и получить успокоение, утешение. Okay, so let's look a little bit closer at these 3 levels. Давайте посмотрим на все эти 3 уровня. Okay? So we said the first level is if you are getting comforted all the time, you will learn to trust other people. Например, если в моменты стресса удовлетворяется нужда и тебя утешают, то ты учишься доверять людям. Okay? Your cry says, help me. То есть крик заявляет: помогите мне. The world says, nope, not gonna do it. А мир говорит: да нет. So they learn on a social level that there is no one to trust. И на уровне взаимоотношений они понимают, что доверять никому нельзя. I'm on my own. Я сам по себе. No one cares about me. Никому до меня нет дела. I'm not important enough for people to pay attention to. Я недостаточно важен, чтобы на меня обратили внимание. I'm not important enough for somebody to change their attention and meet my needs. Я недостаточно важен для кого-то, чтобы переключить их внимание с какого-то занятия на себя. The world is not safe. Мир — это небезопасное место. On a second level, on the physiological level, our muscles, На физиологическом уровне, например, что происходит с мышечной системой? the sympathetic nervous system stays on. Симпатическая нервная система никогда не отключается. Think about this. Просто подумайте об этом. They don't look like they are in constant stress or tension, but they are. Удивительно, что на их лице не написано, что у них стресс, но внутри организм переживает жесточайший стресс. Once you learn this and you begin to pay attention, you will see it in them. И если вы поверите этой информации, вы научитесь распознавать эти симптомы на их лице и в их телодвижениях. If you put your hand on their heart, it might be beating, 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 beating. Если вы на грудную клетку положите руку, вы почувствуете, что сердцебиение всегда учащенное. Sometimes you can look in their eyes and their pupils are dilated. И у них расширенные зрачки чаще всего. It looks like someone who's terrified. Это человек, который постоянно чего-то боится. Because they are. Потому что на самом деле они испытывают страх постоянно. Okay? So there was some research done here in Russia with the children in orphanages. Было проведено исследование среди детей в детских домах в России. And they put electrodes on them and had different measures to measure what is Они happening. подключили различные электроды к мозгу ребенка и проводили исследования.
And so these were kids that looked normal. You wouldn't think that they were under a lot of stress. И дети внешне выглядели вполне нормальными. Такое впечатление, что они были очень спокойные. Okay. A normal heart rate, resting heart rate, is between 60 and 90 beats per minute. А сердцебиение, частота сердечных сокращений в нормальном спокойном состоянии от 60 до 90 сокращений. These children, when they were sleeping, their heart rates were 120 beats per minute. Сердцебиение этих детей во время сна было 120 ударов в минуту. They never sleep in a deep, resting, comfortable sleep. Они никогда не могут заснуть глубоко, они не могут отдохнуть даже во сне. Their bodies are constantly on. То есть их тело постоянно в режиме работы и выживания. Okay? Their brain